Начну с хорошей новости. Для нас хорошей. Днями удалось выведать информацию, делаются ли в Украине заряды для правильной работы наших ландшафтных дизайнеров. Пока мы с вами собираем на дроны, пока производители и собиратели дронов по кухням спорят о том, какие аккумуляторы и пропеллеры лучше и в каких китайских магазинах быстрее доставка и ниже вероятность китка, силам обороны Украины нужно как-то отвечать на тот бесперерывный поток прилетов, который мы имеем по всей протяженности наших фронтов. Так вот, хорошая новость заключается в том, что производство в Украине есть. Делаются и кабанчики, и то, чем пользуются три топора, и много что еще. Вопрос только в том, что объемы таких производств весьма малы. Но они есть, я могу это подтвердить, я проверил. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Это за тиждень. Фоном показываю ваши комментарии из-под донатов, фотозвит от деда и пытаюсь понять, почему так тошно на душе. И вот тут есть новость странная. Помните, мы с вами подписывали петицию к поедателю мивины с тем, чтобы снять дурацкие и вредные для страны ограничения в производстве боеприпасов? Ключевым бюрократическим препятствием для производства снарядов является постановление правительства номер 576 об утверждении положения о разрешительной системе, принятое еще в 1992 году. Так вот, та петиция про отмену этой постановы все-таки набрала необходимое количество голосов, и самый главный видеоблогер страны даже счел возможным ответить на нее. Вдохнув поглубже, соратник Ермака подчеркнул, что поднятый в петиции вопрос относится к полномочиям правительства. Поэтому он направил это обращение человеку Шмыгалю с просьбой организовать комплексную обработку приведенной информации. То есть никакого официального ответа, а тем более действий, можно не ждать. Как ни стараются в марафонах убедить нас в том, что все прекрасно, что скоро будем в освобожденном Крыму купаться у Черном море, без принятия порошков реальность валит сознание в другую сторону. Подшефный наш батальон сталкивается с ней чаще, чем мы в наших тернетах. Поскольку людей все меньше, бат раскидали по гораздо большей площади, чем предполагалось, но это не самое муторное. Самое муторное в том, что расстояния между траншеями большие и открытые, и в каждой из траншей должны находиться воины, и, кроме всего прочего, им нужно поддерживать между собой связь, чтобы успевать реагировать на атаки из фронта, из флангов, то есть им необходимо электричество. Где взять электричество в поле? Правильно, в генераторе. А сохранить его на продолжительное время как, чтобы не держать генератор постоянно работающим? Правильно, в экофлошке. Нельзя держать запущенным генератор по двум причинам. Первое, они шумят и привлекают внимание к позиции. Второе, бензин не казенный. То есть он реально не казенный. Он покупается бойцами за свои, потому что потребности в топливе перекрываются на... я не знаю, сколько это в процентах, ситуации разные. Но чтоб просто и понятно, в среднем по фронтам из необходимых условно 10 тонн плюс им выдают около полутонны. На всех, на весь подроздел. Воюй как хочешь, ни в чем себе не отказывай, не забывай благодарить начальство. Да, если вы меня спросите, не стоит ли наш подроздел где-то на второй или третьей линии, я вам отвечу: нет. Он стоит в нескольких где десятках, а где сотнях метров от будущих беленьких «Жигулей». И уж простите за подробности, даже сходить по нужде им можно только тогда, когда не видит беспилотник. Где рэбы, вы спросите? А можно я промолчу, чтобы не попасть в рифму? Долго я веду, да? В общем, хунтуберы, нашим нужны генераторы, и еще к ним нужны экофлошки военные. Где взять и то, и другое я уже нашел. Генычи будут бензиновые, инверторные, потому что они тихие, всего 59 децибел, и эта модель прекрасно себя показывает. А экофлошки будут специально изготовленные для нужд ЗСУ, от солнца для армии. Их уже собирают для нас. Ссылку на солнце вставлю в описании. Это они делают рушницы против дронов, они делают экофлошки, они делают мобильные рэбы и даже рэбы-рюкзаки для штурмовиков. Я всячески их рекомендую, прям вот настоятельно рекомендую. На всю эту историю нам нужно дособрать 196 тысяч, потому что на генераторы вы присылали донаты в то время, пока я ремонтировал по врачам свой голосовой аппарат, и мы собрали как раз нужную на генераторы сумму. Это просто поразительно. Как благодарить вас за это? Как? Как благодарить тех, кто спонсировал и продолжает спонсировать канал, постоянно продлевая свое спонсорство на канале? Хунтуберы, то, что вы делаете, это просто неимоверное что-то.
Это невозможно контролировать, как бы кому-то с Банковой этого не хотелось. Это невозможно отменить. Это реально, это то немногое, что приближает нашу с вами перемогу, и это окрыляет. Давайте обеспечим хлопцев электричеством и связью. Мышей мы им уже потравили, бензин они купят за свои, но справиться с таким количеством генераторов и экофлошек они не смогут сейчас. Им еще рации покупать. Машины как-то отремонтировать. 4 штуки вдруг перестали ездить. Носилки где-то найти и на бензин скидываться. Снова мы, без вариантов. Все ссылки на все варианты донатов, как всегда, в описании к ролику и в первом комментарии к нему же. И вот теперь только я добрался до мысли, указанной на заставке ролика. Кому выгодно перемирие в Украине, о котором вдруг все заговорили с самыми разнообразными вариантами? А давайте поразмыслим. Пишите свои мысли в комментариях. Этот вопрос все равно будут поднимать так или иначе. Пусть поднимают с учетом нашего с вами мнения, а то наумничают. На России выгодно перемирие? До 17 марта нет, невыгодно, а потом очень выгодно. Они сильно желают восполнить свои запасы, мечтают о снятии санкций, возобновлении торговли со всем миром, беззастенчиво лелеют мечту заявить о том, что им удалось заграбастать такую скрепную территорию в свое лоно. Можно ли им это позволить? Не думаю. Китаю выгодно перемирие в Украине? Безусловно, но есть нюансы. Россия стала довольно большим потребителем китайских товаров в обмен на нефть и газ из обдела каменной. Множество китайских изделий бороздит россиянские дороги. Китайские ткани, химия, предметы быта, да бесполезно перечислять. Как говорит мой кум, все, что не делается, делается в Китае. Электроника на болотах так вообще вся из Поднебесной. Но есть нюанс. Если дать лаптям восстановиться, тогда влажные мечты Чайны о захвате Сибири и далее до Урала становятся снова только мечтами. Снова придется действовать исключительно дипломатическими путями. Такие планы возможны только после того, как страна непуганых медведей развалится до состояния «возьмите меня хоть кто-то», но еще не успеет быть кем-то взятой. Такой момент будет, он будет очень коротким, и именно его китайцы и ждут. То есть разваливать скрепных им выгодно, но момент пропустить никак нельзя, нужно быть начеку, да и оттягивать его особо не хочется. Остается 3 крупных игрока, мнение которых нам необходимо учитывать. Ближний Восток, Европа и Америка. Есть еще 4-й, наверное, самый главный участник дискуссии. Украинские бойцы, волонтеры и вся украинская нация. О ней поговорим отдельно. Ближний Восток. Если в Украине воцарится сейчас перемирие, внимание мировой общественности тут же переключится на их проделки. Все освобожденные ресурсы будут направлены на урегулирование всех опасных конфликтов, а их там более чем достаточно. В ситуации, когда украинский пожар станет только тлеть, тому же Ирану придется отвечать на много острых вопросов, а дополнительная помощь Израилю позволит утихомирить множество горячих голов во вполне отведенные для этого сроки. Как бы политикам со всего мира не хотелось взять ситуацию под свой внимательный контроль, военные решат все по-своему. Европа. А что Европа? Если говорить о мимолетном моменте, то, конечно, да. Все тут же отправятся на шашлыки, закажут по свежему бургеру и выступят с экранов о том, какую мощную поддержку миру во всем мире оказывает каждый конкретный персонаж. А дальше? Где-где, а в Европе начинают понимать, что просто утихомирить россиянину не получится. Аппетит возрос, обида на санкции и прочее затаилась, и момент для удара по Европе будет выбран тщательно. Но сиюминутно Европе перемирие в Украине выгодно, конечно. Америка. Мне кажется, Америке перемирие выгодно как никому. Оно позволит решить многие вопросы, от стены на границе с Мексикой, помощи Израилю до выборов и до поставок обещанного Украине европейским партнерам в относительно спокойном режиме, когда никто никого не подгоняет и есть возможность устраивать даже обширные брифинги между часовыми выступлениями по телевизору. Остается 2 игрока. ЗСУ, вернее СОУ и вся украинская нация, и украинская власть. Назовем их так. ЗСУ выдыхаются без быка и пополнения. Если вы этого не знали, то теперь знаете. Для сил обороны перемирие будет в радость. Большинство бойцов не будут задумываться о политических последствиях, они просто смогут помыться нормально и увидеть родных. Это важный аргумент, просто поверьте. Можете провести простой эксперимент. Взять палатку и поселиться на пару недель хотя бы где-то в лесу, подальше от населенных пунктов. Из еды возьмите тушняк и гречку, по воду ходите за пару километров, а вместо душа и геля для посуды используйте только влажные салфетки.
Расскажите потом в комментах, как ощущение и на какой день вам захотелось принять горячую ванну и сказать: «Да пусть они сами разбираются». А вот для нашей власти перемирие на данном этапе просто смерти подобно. Аргумент раз. Обещанный Майдан 3.0. Любому, кто был на Майдане, ясно как день. Никто ничего сейчас не собирает и собирать не планирует. Все заняты совершенно другими делами. Все понимают, кому на руку подобные речи, и да, в порыве ругани можно и обмолвиться, но не более. Но если наша власть сейчас отменит озвученную охоту на ведьм в связи с анонсированными россиянскими ИПСО на эту тему, то тогда получается, что власть нам наврала официально. Никогда они этого не признают, даже через 50 лет. Поэтому перемирие для них несет одно расстройство. Ведь если настанет перемирие, тогда придется отменять военный стан, объявлять выборы, валить из страны со всем награбленным. Вы понимаете, какая дилемма возникает на Банковой? К чему призываю я? Как обычно, я призываю думать головой прежде, чем кричать, и тем более действовать. Пишите свои мысли в комментах. А еще я призываю донатить на ЗСУ. Будет перемирие, не будет его. ЗСУ стоят и будут стоять, несмотря ни на что. Да только с донатами и нашей помощью хлопцы смогут стоять чистыми, накормленными і со связью. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.